Уважаемые пассажиры, это подкаст «Анна под поездом». Скорый поезд «Гардероб» Эстер Гринвуд отправляется с 4-го пути. Желаем вам приятной поездки. Сегодня мы перенесемся в душное лето 1953 года. То самое, которое Сильвия Плат описала в романе «Под стеклянным колпаком». Мы откроем шкаф ее героини, Эстер Гринвуд, и посмотрим, какие скелеты прячутся за платьями. В дневнике самой Плат есть запись: «Почему я не могу примерять разные жизни как платья, чтобы увидеть, какая подходит лучше?» Это можно сказать и о ее героине. Эстер все время примеряет разные роли – отличницы, жены, поэтессы, но ни одна из них не сидит на ней по фигуре. Сразу предупрежу, в выпуске будут спойлеры. Если вы еще не читали роман, возможно, стоит сойти на этой станции и вернуться позже. А пока коротко о сюжете. Это во многом личная история самой писательницы. Эстер 19 лет, она талантлива и умна. Девушка выигрывает стажировку в модном журнале и едет в Нью-Йорк. Вокруг витрины бутиков, вечеринки, горы подарков. Но вместо восторга она чувствует пустоту. Достижения не помогают понять, кто она и чего хочет на самом деле. А дальше срыв, депрессия, попытки уйти из жизни и долгое лечение. Мы посмотрим на эту историю через гардероб Эстер. Поезд прибывает на остановку «Униформа успеха». Стажерок поселили в знаменитом отеле «Барбизон». В книге он назывался «Амазон». Жили в нем только женщины, а мужчинам даже нельзя было подниматься выше 1-го этажа. Реклама отеля обещала изящную жизнь в полной безопасности. Та же идея безопасности через ограничения читалась и в моде. Во время войны женщины носили практичную одежду и много работали. Но после мода резко вернулась к подчеркнутой женственности. В 1947 году дизайнер Кристиан Диор представил свою концепцию «Новый облик» – New Look. В ее основе силуэт песочные часы, тонкая талия, мягкие плечи, пышная юбка. Диор хотел сделать женщин похожими на цветы, а цветы, как известно, не ходят на работу. В таком наряде не встанешь к станку и не побежишь за автобусом. В США поначалу даже протестовали против таких неудобных юбок, но очень скоро они стали нормой. Чтобы добиться нужного силуэта, женщине приходилось собирать себя по частям. Жесткий бюстгальтер, пояс, корсет, чулки, перчатки. Правильная девушка 50-х была похожа на сложный конструктор. В этот мир и приезжает Эстер. Первым делом она мчится в знаменитый универмаг Блумингдейл. Там она покупает не просто вещи, она покупает версию себя, которая должна подойти Нью-Йорку. Главный трофей – дорогущее черное узкое платье за $40. Это около $500 по текущему курсу. Но платье ужасно неудобное, оно сшито из чесучи, плотного, жесткого шелка. Эстер сравнивает этот наряд с панцирем. Вместе с ним она покупает лакированные туфли, мы к ним еще вернемся, пояс и сумочку. Эти вещи должны добавить уверенности, но на деле лишь выдают ее растерянность. В самом начале стажировки девушкам дарят косметику. Эстер достается позолоченная коробочка, а внутри коричневая тушь, синие тени и 3 помады. Целый набор, чтобы нарисовать себе лицо. Сначала Эстер нравится этот глянцевый мир, но скоро она понимает, никакая помада не скроет внутреннюю пустоту. Кстати, у самой Сильвии Плат была похожая история. На выпускной она купила серебристое платье и называла себя серебряной принцессой. В романе этот же наряд описан иначе. Дешевая подделка под серебро, пришитая к облаку белого тюля. Эстер смотрит на него и видит только фальшь. Еще один подарок стажеркам – бюстгальтер с остальными пружинами. Эстер так и не решилась его надеть. Красота в те годы была не выбором, а обязанностью. И цель была экономической – сделать из женщины идеальную потребительницу.
Кремы, сервизы, пылесосы – все это продавали как часть правильной женской судьбы. Эстер чувствует эту ложь. Она умна, амбициозна, хочет стать редактором, но мир твердит: хочешь быть нужной, сначала стань красивой. Особенно это бросается в глаза рядом с Дорин, другой стажеркой. Пока остальные девушки ходят по отелю в скромных хлопковых сорочках, Дорин носит полупрозрачное белье и облегающие шелковые халаты. Она даже пахнет не пудрой и фиалками, а потом, духами и папоротником. Дорин ничего из себя не строит, она просто живет. На ее фоне Эстер в своем черном панцире выглядит еще более скованной. Эстер хочется купить все и сразу, но одновременно не хочется ничего. Каждая вещь – это пропуск в определенную жизнь, примерной жены или деловой леди. Эстер тесно в любой из этих ролей. Она хочет быть собой, но в магазинах такого отдела нет. Вскоре она назовет свои покупки неудобными нарядами, которые висят в шкафу, словно сушеные рыбы. Поезд прибывает на остановку Туфли и Ложный путь. Давайте посмотрим на ноги Эстер. На них те самые черные лакированные туфли из Блумингдейла. Мы будем следить за ними до конца истории. Сначала это символ успеха, но постепенно они становятся знаком боли. Сильвия Плат даже сделала рисунок под названием «Под стеклянным колпаком», где изобразила именно туфли из романа. Так что это явно не случайная обувь. На прощальной вечеринке в честь конца стажировки Эстер знакомится с мужчиной по имени Марко. Он пытается взять ее силой, рвет платье. Эстер нащупывает туфлю, и каблук становится ее оружием. Марко валит ее на землю и бросает страшную фразу: «Твое платье черное, грязь тоже черная, так что все в порядке». Он пытается стереть факт насилия эстетикой. Если грязи не видно на ткани, значит ничего и не произошло. Теперь перенесемся к океану. На пляже Эстер замечает, что она единственная пришла сюда в юбке и на каблуках. Туфли вязнут в песке. Она оставляет их на бревне, а сама идет в воду, рассчитывая больше никогда не вернуться. Эстер представляет, как туфли останутся лежать на берегу, а их острые носы будут указывать в сторону волн, как стрелки компаса. Вместе с этой неудобной обувью она пытается оставить на песке и всю свою фальшивую жизнь. Позже, когда она решает избавиться от девственности, все заканчивается сильным кровотечением. Стоя в прихожей у подруги, она чувствует, как кровь стекает прямо в ее черные лакированные туфли. Вещь, которая должна была приносить радость и статус, теперь пропитана ее болью. В финале романа, перед врачебной комиссией, Эстер снова наденет эти туфли. Они уже растрескались, но тщательно начищены. Она и сама такая. Трещины никуда не делись. Она просто научилась их маскировать. Поезд прибывает на остановку «Сбросить все». После истории с Марко, Эстер отправляется на крышу отеля и сбрасывает вниз всю свою одежду. Один предмет за другим я скормила весь свой гардероб ночному ветру. И трепеща, как прах возлюбленного, серые лоскуты и тряпицы унеслись от меня. Это попытка раздеться до себя, сбросить не только одежду, но и все ярлыки, что она навесила на свою личность. Наутро ей нечего надеть. Она одалживает у подруги простую зеленую юбку и белую блузку с оборками, похожими на крылья ангела. Сбросив один костюм идентичности, она тут же вынуждена надевать другой. Так выясняется, что под одеждой пусто. Никакой настоящей Эстер там нет. Исследовательница Кристина Брицелаксис писала: «У Плат одежда – это вторая кожа. Героиня то пытается ее сменить, то разорвать. Трагедия Эстер в том, что все варианты нарядов заранее выкроены под кого-то другого». Эстер возвращается из Нью-Йорка домой.
Она узнает, что ее не взяли на писательский курс, и этот отказ становится последней каплей. Она перестает мыть голову и неделями носит одежду подруги. Ей уже все равно, как она выглядит. И здесь в историю врывается желтый цвет. У Сильвии Плат это знак болезни и распада. Сначала Эстер сидит дома в старой желтой рубашке матери и чувствует себя куколкой, уставившейся в пространство. А позже, когда ее спасают после попытки уйти из жизни, она смотрит на свои пожелтевшие ноги, торчащие из белой пижамы. Это цвет тела, которое почти перестало быть живым. Самое страшное происходит позже. Орудием очередной неудавшейся попытки уйти из жизни становится шелковый пояс от маминого желтого халата. Вещь, которая должна дарить тепло, превращается в петлю. Поезд прибывает на остановку клиника. Итак, Эстер попадает в психиатрическую больницу. Здесь казенная одежда буквально стирает ее личность. Эстер выдает полосатое платье, похожее на матрасную ткань, и подпоясывает красным ремнем. Она и сама теперь похожа на матрас, на предмет, а не на человека. Здесь достигает пика ее конфликт с зеркалами. В клинике их нет. Право видеть себя полностью отдано врачам. Когда Эстер все-таки просит зеркало, она видит в нем кого-то чужого, с перекошенным ртом и багровыми пятнами. Она не узнает это лицо и в ужасе разбивает зеркало. После долгого лечения наступает улучшение. Перед решающей встречей с врачами Эстер одевается ярко. Она говорит: «Мои растрескавшиеся черные туфли отменно начищены. Мой красный шерстяной костюм ярок, как мои жизненные планы». Красный был любимым цветом самой Плат. Это цвет триумфа. Но давайте вспомним. Красный – это еще и цвет крови в туфлях, цвет пояса на больничном халате. Красный костюм в финале – это не просто победа, это боевая раскраска перед выходом в мир, который все еще враждебен. Эстер выходит из-под колпака, но мы не знаем, надолго ли. Вопрос из дневника Сильвии остается открытым. Можно ли найти роль в жизни, которая подойдет тебе так же идеально, как хорошо сшитое платье? Сама Плат ответа не нашла. Когда Сильвия рассталась с мужем, она снова попыталась пересобрать себя через гардероб. Купила костюм верблюжьего цвета и писала, что хочет начать все с нуля. Роман вышел в феврале 1963 года. Через месяц Сильвии Плат не стало. Ей было 30 лет. Гардероб Эстер Гринвуд – это зеркало пути героини. Каждая вещь отражает попытку сохранить себя под давлением общества. Перед тем, как мы попрощаемся, я хочу спросить вас, а если бы случайный человек открыл ваш шкаф, какую историю он бы там прочитал? Есть ли хоть одна вещь, про которую вы можете сказать: вот это 100% я? Делитесь мыслями в комментариях, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. А наш поезд прибыл на конечную станцию. Не забывайте свои вещи и мои истории, которые решили взять с собой. С вами была Анна под поездом. До новых поездок!